Друзья, всем привет! Большое спасибо тем, кто пришли. И прежде чем мы начнем, я дам небольшой комментарий, почему нам показалось важным и интересным в рамках проекта «Генеральная репетиция» пригласить агентство, его создателя Куба Матиса, художника, который живет и работает в Брюсселе. И мой комментарий, он будет несколько таким отдаленным от непосредственной темы сегодняшнего разговора, но я надеюсь, что в процессе беседы станет понятно, почему я решила это озвучить. Возможно, те, кто еще не знаком или не видел сам проект «Генеральная репетиция», я кратко скажу, что он организован Фондом современного искусства ВИСИ, Московским музеем современного искусства и франко-американским фондом КАДИС. И, собственно, этот проект представляет коллекции этих трех институций, и эти три коллекции, они очень разные по своему составу, по алгоритму их создания, по своей географии. И, в общем-то, у истоков этого проекта стоял вопрос о том, как работать с коллекциями искусства, по какому алгоритму, согласно какому алгоритму их экспонировать, как выстраивать связи между произведениями искусства. И я не буду вдаваться во все подробности, но кураторы пришли к идее организовать произведения искусства по театральным законам, то есть использовать законы театральной драматургии, идею пьесы, постановки пьесы. И в итоге то, что мы получили, это выставку в форме спектакля или непосредственно спектакль. Тут можно спорить. Ну, и мне кажется, здесь очень сразу приходит, например, лекция Ани Штокейджа, когда он организовывал слова по музыкальным принципам, и в итоге получил музыкальное произведение. И мне кажется, что это очень такое интересное исследование границ, в данном случае границ выставки и границ спектакля, что в чем мы чувствуем, например, недостаточность выставочных средств и активно обращаемся к театру, что это, какие трансформации при этом происходят с произведениями искусства, какие новые смыслы они обретают, а что, наоборот, теряют. И мне кажется, одна из вещей, которая отличает как раз-таки агентство, это вот такая очень внимательность и чувствительность к границам, вообще к понятию границы и такому ощущению их постоянного размывания и ускользания, и вообще невозможности определения ее и невозможности установить, в какой момент нечто становится чем-то совершенно другим. И если вообще это расширять, мне кажется, что это в этом такой огромный освобождающий потенциал, то есть возможность, в принципе, для каждого человека стать кем-то или чем-то совершенно другим. И второй важный момент, что раз мы пошли по пути театра, то театр, разумеется, подразумевает действие. И здесь мы во многом вдохновлялись идеями Бруно Латура и вообще, мне кажется, утвердившимся на сегодняшний день, по крайней мере, в науке, в гуманитарном знании, пониманию того, что мы уже не находимся в ситуации, когда просто осмысленные люди что-то делают с бессмысленными объектами, а мы понимаем, что эти два процесса и наше взаимодействие буквально со всем, что нас окружает, это двухсторонний процесс. И как раз эта выставка — это во многом исследование того, как, собственно, действуют статичные вещи, статичные объекты. И мне кажется, это обязательно надо держать в голове, когда вы будете смотреть эту экспозицию. И то, чем занимается агентство, это как раз-таки поиск того, как, собственно, наделить эти объекты голосом. И само название агентства, оно отсылает к идее наделения, возвращения агентности, наделения агентности возможности самостоятельного действия. Вот. И я надеюсь, что в ходе беседы станет ясно, почему я решила обратить на это внимание. Вот, и у нас сегодня прекрасный состав участников, вот, но я передам слово Кубу, и он уже всех представит, и мы начнем. Okay, thank you for this introduction. I first want to introduce a few practical things, because it's maybe an unusual format.
So the first one is the language, which is, I'm going to talk in English, but you are welcome to talk in Russian, and I should have a translation if everything works fine. The format of an assembly is open. If you want to leave, you can leave. If you have questions, you can intervene. It's not a panel discussion. It's not the idea that some people talk and the rest is just listening. So it's more of a kind of collective an attempt of trying to understand like a legal controversy, which is hard to understand. So we invited a few people that could actually help us translate this case, and I will briefly introduce you to them. So we have 5 concerned people that we try to involve in this case. So the first one is Peter Bagrov, who is a former curator of the Russian State Film Archive and an archivist. And Peter used to be running a film festival called Belice Stolbi. Stolbi. Sorry for my bad pronunciation. Can you tell a little bit more? It's a film festival about archival films. In English or in Russian? Please in Russian. I will follow the translation. Это фестиваль архивного кино, который архивное кино, понятно, это любое кино, которое хранится в архивах. Это не обязательно фильм, которому 100 лет, это может быть фильм, которому 2 года. И фестиваль таки существует, собственно, во всем мире. В России он появился сравнительно позже, но довольно давно уже больше 20 лет тому назад. И придумал его замечательный архивист, выдающийся архивист Владимир Юрьевич Дмитриев. И после его смерти этот фестиваль унаследовал, на 4 года им руководил. И там были показаны, поскольку Госфильмофонд – это один из крупнейших киноархивов в мире, то там были показаны, как, собственно, Кинематека французская. И там были показаны фильмы и из коллекции Госфильмофонда, и из других архивов мировых. The second person I'd like to introduce you is Artem Bondarivsky. Do I pronounce it right? Yes. And he is with us because it's a legal text and we'll need also kind of translation from the juridical language. And Artem, he's a lawyer and working for VAC Foundation. But how does a daily, what do you do every day in the office? Like, are you writing contracts or are you going to court? Can you explain a day as a lawyer? My colleagues are laughing a little bit when you ask me a question, what am I doing in the office? I'm doing many interesting things. First of all, my work is connected, of course, with the agreements. It could be the agreements with this museum on this exhibition, or it could be a little agreement with the translator that we see upstairs. Yes, so it could be different interesting things from one side. From the other side, of course, we are every time we are connected with the artworks, so we are working together with the curatorial team on understanding what is the artwork. That's why your discussion, your project is so interesting for us. And while we are doing commission agreements or loan agreements, every time we have the question, is this work an artwork or not, or this is the collection of artworks, etc., etc. So this is also my scope of work. Okay, thanks for joining us. The next person I would like to introduce is Karina Karayeva, and she's an art historian, a curator, and an art critic, and she is the former curator of the Cinema and Video Department of the National Center of Contemporary Art. I wanted to ask you if you could tell a bit more about your PhD, maybe, as a way of introducing yourself. You told me it's about the soc art, or the kind of, it's a kind of. My PhD was about soc art. Can you do it in Russian? I will follow through the translation. Thanks. Да, моя диссертация была посвящена проблеме соцарта, то есть изобразительной проблеме соцарта, который пришел на смену социалистического реализма, который очень сильно был связан с идеологией, с моей точки зрения, и проявлению соцарта в отечественном кинематографе, начиная с 70-х годов, потому что, с моей точки зрения, как раз
пик социальной драмы, которым занимаются очень многие отечественные режиссеры, вдруг стал сменяться этим неожиданным для меня обращением именно к проблематике, изобразительной проблематике, идеологической проблематике, то есть переставлению вот этих вот смыслов в соцарте. Собственно, я начинаю с биографии Вадима Юсуповича Абдрашитова и дохожу до совсем каких-то очевидных примеров, связанных с, например, взаимоотношениями Зельдовича, знаменитого режиссера, и Владимира Сорокина в их фильме «Москва». The next person I would like to introduce is Maxime, who is sitting there, Maxime Pavlov. He's a film curator at the State Tretyakov Gallery. Do I pronounce it right? And I wanted to ask you if you also could tell a few words about the work you did with Naum Kleinman on the Eisenstein Memorial Cabinet. Да, действительно, до того, как я стал куратором кинопрограмм в Третьяковской галерее, я 10 лет почти проработал в музее кино государственном центральном вместе с Наумом Михайловичем Клейманом, был его заместителем. Это как раз был тот период между музеем кино на Пресне и теперь музеем кино в мелиорации на ВДНХ. И мемориальный кабинет Эйзенштейна, который был завещан его вдовой, Пэр Моисеевной Аташевой, у нее такой очень интересная была форма завещания, государству в лице Союза кинематографистов. Но для советских времен в общем, многие не разделяли общественные организации государственные, для создания будущего музея кино. И на протяжении 30 с лишним лет в стране не было музея кино, был Госфильмофонд, который выполнял функции национальной синематеки. Если в Парижской синематеке сочетаются две эти функции, синематечная и музейная, то у нас был один архив, был второй архив, он остается, киноархив Красногорский, замечательный, который хранит хронику и документальное кино, а музея кино не было. И когда в 1989 году музей кино был наконец-таки основан, вначале не как государственный, а как музей общественно-государственная такая форма, типичная для перестройки. Его, по сути дела, первым кирпичиком, его основой как раз был мемориальный кабинет Эйзенштейна на Смоленке. Сергей Михайлович жил в другом доме, он жил на Потывихе, недалеко от Мосфильма, но, к сожалению, еще в середине 50-х годов этот дом был разрушен, и Пэр Моисеевна удивительным образом сохраняла обстановку Эйзенштейна. У нее была гораздо более мелкая квартира по масштабам нашего города, вначале на бульваре Гоголевском, а потом вот она получила незадолго до смерти квартиру на Смоленке, и она обставила там все так, насколько это было возможно, чтобы это соответствовало духу эйзенштейновской квартиры, потому что ее квартира была в 5 раз меньше почти, чем квартира Эйзенштейна. И на протяжении 50 с лишним лет это все находилось на Смоленке. И буквально месяц назад решением нынешней администрации музея кино эта квартира была освобождена. Все было перевезено в новый павильон на ВДНХ, а там будет, наверное, будет просто служебная квартира, поэтому этот казус, он очень похож на казус Лонглуа, и это одна из причин, почему я здесь. Thank you. Okay. The last respondent I'd like to introduce is Kirill Shashenkov. And he's an artist. He works with mixed media, but he also makes installations. And he teaches at the Rodchenko Moscow School of Photography and Multimedia Arts. And he runs something which is called the Office of Sensitive Activities Applications Group. Could you tell me a little bit more about that? Да, спасибо за представление. Собственно, я художник, который работает в основном с темой того, как трансформируются отношения между объектами и людьми в современном мире, и как эти отношения трансформируются в отношения между знанием и данными. На этом фоне, соответственно, как можно понять, важно становится мышление, и важно то, как образование, культурная медиация и взаимоотношения трансформируются, когда, условно, наш интеллект и наше тело изменяют взаимоотношения, когда, как правильно сказала Варя, отношения с объектами перетерпевают какие-то изменения. И, соответственно, как наша, как скажем, система образования
работать с институциями, ну и с этими новыми отношениями. Собственно, проект, который был представлен Office of Activity Applications Group, это был комплексный проект, который я реализовал вместе с фондом VEC и MMCI в конце прошлого года, осенью прошлого года. Он заключался в рассмотрении писательных моделей для существования в изменившемся таком турбулентном, можно сказать, волатильном мире, в котором у нас много источников информации, ускоренные технологии и, соответственно, ускоренное восприятие этих потоков, ну и отношения между технологией и политикой в том числе тоже появляется. И вот этот комплексный проект представлял собой как инсталляционную часть, так и перформативную часть. Он во времени изменялся. И мне было самым интересным там то, каким образом происходит смена оптик, каким образом происходит смена нашего восприятия тех или иных объектов. И одна из частей, которая в этом проекте присутствовала, это была работа с архивом как раз музея Дарвина, Дарвинским музеем, который представляет очень интересную совокупность между артефактами и произведениями искусства. При этом в свое время в рамках этого музея существовал кружок криптозоологов. И здесь появляется некоторый вопрос о том, каким образом может существовать музейная инсталляция и конкретно коллекция, как такая очень специфическая форма архива, и как с помощью нее мы можем рассматривать скрытые или новые слои в нашем общем, научном знании или, так скажем, интерпретации произведений искусства. Собственно, вот на этой стыке мне интересно работать, и, собственно, проект был на этом реализован. И вот с этой стороны, конечно, мне интересно было поучаствовать в этой дискуссии сегодняшней. So there will be about 3 parts. I will try to briefly introduce the case, the controversy. Then we will read fragments from the legal report, which was a French decision in Paris. Where I ask everyone to read one fragment because the judge, he talks in the name of the people, so it's nice to hear all of you maybe reading a part of his words. And then at the end, I propose we use this case to fabulate on other or project on other situations. So the whole thing will take about maximum 2 hours. I think that's long enough, or if you want to leave before, you're welcome to leave before. I wanted to say that the goal maybe of this assembly is not to reenact the judgment as it was, but more to kind of stay with the hesitation and the problem which was discussed in this case. The text that you all, I haven't given it to everyone. This text, introduction is written by us. Most of it are citations from the actual case reports. We made it a bit shorter, otherwise it would be very long. There's a place that just sit down. So I propose we start. So you can follow the text translated in Russia on the text. So thing 768, Passion Cinéma. On the 28th of February in 1969, the Cinémathèque Française, founded in 1936, was set up in the building of the Palais de Chaillot, based on an agreement with the French state, who was the owner of the building. In 1972, Henri Langlois, founder and general secretary of the Cinémathèque Française, conceived and organized a permanent exhibition at the Palais de Chaillot, presenting the history of cinema under the name Musée du Cinéma Henri Langlois. The museum's collection was developed from the private collection of Henri Langlois, which he donated to the Cinémathèque Française and the collection of the Cinémathèque Française itself. So at the beginning, it was his personal collection that he kind of brought and donated, but then once he was an archivist, he bought with the budget of the state and continued the collection.
As the archivist of the Cinémathèque Française, Langlois not only kept films, but also acquired cameras, projection machines, sets, costumes, programs, and so on. The collection exhibited by Langlois at the Palais de Chaillot was set up over 3,000 square meters. It was quite a huge space. And he had 19 different rooms, which all contained kind of 36 parts. And I propose we all have a closer look to it, because this is the Catalogue Raisonné of the Langlois Museum. And here you can actually see some of the rooms and how they were designed. So please come closer. Could we perhaps pass it around? I'm sorry, I should. Yeah, okay, sorry. So here you have kind of, these are photos from the actual installation. There, it's a mixture of sets, films, props. There are some collages involving as well projections of films as posters. But basically he was following, the rooms were kind of set up according to the history of cinema. So here you see all the different names of each room. So pre-cinema, beginning of photography, Émile Renaud, Etienne Jules Marais, Thomas Edison, but then also like later German Expressionism, the beginning of sound cinema in France, in Germany. But he ended with the attic of the museum, which was a kind of mixed room. But generally it's kind of following the history of cinema. Has anyone seen it? No. He was a very influential figure for the Nouvelle Vague cinema. So it was a kind of house where many filmmakers would come by and hang out. It was designed in 72, but he died in 77, so after it kind of stayed an important place. Только я, может быть, все-таки добавил бы, что новая волна и кинематографист новой волны, они были не столько выросли на этой выставке, которая поздно возникла, перед самой смертью Ланглуа, а на показах Синематеки в основном, потому что экспозиция была открыта незадолго до смерти Ланглуа, за несколько лет всего. Но то есть влияние он оказал огромное, но все-таки не этой экспозиции скорее, а своими показами, программами Синематеки. Это вообще очень важное замечание, Петь, спасибо, потому что слава французской синематеки создана не при всем при том, что это уникальный музей, особенно про кинотехника, очень хороший раздел, но все-таки вот эта слава, которая гремела синематекой, когда Ланглуа увольняли, это все было связано больше с показами, а не с экспозицией. Долгое время у него вообще не было экспозиции в коллекции Ланглуа. Собственно говоря, в этом параллель с музеем кино и с Клейменом, потому что я даже не говорю про историю закрытия музея, но целое поколение современных и ведущих современных режиссеров отечественных, да, поколение Хлебникова и так далее, это люди, которые выросли на музее кино, и которым именно на показах музея кино, не на экспозиции музея кино. В котором не было постоянной экспозиции. Да, не было постоянной экспозиции. И даже в каком-то смысле можно сказать, что Моисеевна Аташева тоже была отчасти Ланглуа, потому что она часть собственного имущества передала для будущего музея. То есть в основе музея государственного лежит частная коллекция вдовы Сергея Михайловича Эйзенштейна, которая есть коллекция Эйзенштейна. Так что параллелей много.
did we get it right that he started collecting as a private person and then he got a job? He started as a private person, and then he was asking a lot of his friends to give after the. She asked me to speak louder. He was collecting a lot of items. After it was filmed on the sets were abandoned, and he would kind of collect them. Or after the premiere, he would, take the programs home. And he was collecting on a moment where really nobody was really interested in it. Also, the old films, at some point when the sound film came, a lot of these films were abandoned, and he kind of started to collect them quite systematically. I mean, at the time, now it's obvious for us, but maybe at the time it's comparable as if someone would, start to collect something as of portable phones or something. Why would there all of a sudden be a museum with all the content of portable phones, or, Ну да, можно еще одну вещь добавлю, что когда создавалась Международная федерация киноархивов, объединяющая сейчас все киноархивы мира практически, то Ланглуа был одним из основателей ее и одним из наиболее активных, и штаб-квартира федерации была в Париже. А когда разговоры об этом начались, ему было 24 года. 24. Так что вот он поэтому был таким классиком киноархивного дела, когда ему не было 30 еще. Хотя все-таки французская синематека была не первым киноархивом, это тоже важно отметить, потому что сейчас часто иногда можно слышать такую точку зрения, что вот первая коллекция это была французская синематека. Все-таки коллекция МОМА чуть-чуть пораньше возникла. Ну да. И датские. Ну, в общем, на самом деле, здесь есть две проблемы. Это проблема хранения фильмов и проблема хранения предметов, связанных с историей кинематографа. И, наверное, вот гений Ланглуа состоял в том, что он первый вместе все это объединил. Он не первый начал хранить фильмы, но он первый начал в своей коллекции частной собирать и фильмы, и предметы, относящиеся к истории кинематографа. Поэтому у французской синематики особый такой статус, она и архив, и музей. А например, в Германии музей отдельно, киноархивы отдельно. В Японии тоже вместе музей и киноархив. В Штатах только архив и нет как такового. Да, но при этом надо подчеркнуть, что в отличие, опять же, мы говорим про разделение в России, а во Франции, например, киноархивов какое-то неприличное количество. Да, потому что синематека до сих пор частная, это важно очень. А есть государственный архив, СНС, Национальный центр кинематографии. А потом Ланглуа был человек с очень специфическим характером, поэтому он разругался со всеми товарищами и вышел из этой ФИАФ, Федерации. И тогда главным архивом для мира французским стала Тулуза. А потом есть свои архивы в разных регионах Франции и так далее, и так далее. Поэтому это не значит, что монополия вообще на киноархив и на киномузей французский у синематеки. Но, безусловно, это самый известный из всех Самый киномузеев. легендарный. И в этом большая заслуга Ланглуа, потому что он пиарщиком был очень хорошим. Самого себя. В том числе. Ну и своей коллекции. So now, I mean, there is the museum, but now we go into the controversy. So in 1984, the French state proposed to create Palais des Arts de l'Image. So they kind of wanted to integrate all the image arts into one new location at the Palais de Tokyo. And it would also include the Cinémathèque Française. So they proposed actually that the museum would move, including its permanent exhibition. This took a while, this idea. So 10 years later, in 1984, the realization of this project was launched, and the French state ended the agreement of the use of the Palais de Chaillot rooms with the Cinémathèque Française. In 1995, the Cinémathèque Française announced the closure of the museum until its relocation in the Palais de Tokyo. And some visitors, they were very worried. And here I say visitors, but actually it's a lot of the filmmakers like Jean Rouch or other people that were very attached to the museum. And so they founded a committee. It's called Comité de défense du Musée de Cinéma Henri Langlois.
And on the 17th of May 1995, the group demanded an inventory of the museum drawn up by a legal court-ordered expert, which is a very strange state already. That a committee of visitors will ask that the museum that there would be a kind of complete inventory created before the closure of the museum. And so on July 3rd, 1995, also the Association Henri Langlois joined this action by the Comité. And maybe I have to say the association that was the widow of Langlois, who was part of that, and his close collaborators. And on the 10th of July 1995, in order to protect the museum, the Comité claimed a neglect of the heirs for the damage of Henri Langlois' museum through a written legal document addressed to the Cinémathèque Française. So the committee of visitors, they also start to involve the heirs. So he had no children, Henri Langlois, but his nephews, who actually owned the rights of his authorship. And the committee summoned the Cinémathèque Française before the court, Tribunal de Grande Instance in Paris, in order to have the arrangement of the exhibition recognized as a work of art. So no longer a museum, but as a work of art, and to have it reinstalled by legal order. The committee objected to any transformation and any change of the permanent exhibition of the museum. The Cinémathèque Française responded that the move implied that the permanent exhibition Musée du Cinéma Henri Langlois would be modified, and stated that the claims of the committee and the association were not valid, because they said that these bodies cannot exercise rights held by the heir of Langlois. So they say they cannot claim all these rights because only the heirs, they would control the copyrights. And then on October 2nd, the heirs of Henri Langlois, the nephews Jean-Louis and Hugues Langlois, they joined the legal court case and on the side of the committee and the association. And the heirs tried to obtain the protection of the droit d'auteur, the copyright, and its related moral rights against any infringement of the integrity of the permanent exhibition Musée du Cinéma Henri Langlois. And maybe can I ask you to briefly introduce the notion of le droit moral for everyone? The moral right. The moral rights. The moral rights. So which is, especially in France, an important part of the copyrights. I will do it in Russian, of course, yes. В общем, грубо говоря, если переводить на наш российский язык, как здесь и перевели наши очень хорошие переводчики текста, да, с английского, это те самые личные неимущественные права, о которых все знают, все слышали такое выражение, но никто не знает, что это. Да, то есть это на самом деле довольно просто. У вас есть какая-то вещь, любая, это ваш телефон, у вас на нее есть имущественное право. Вы его купили, это право собственности, можете продать, можете выкинуть, можете сделать с ним что угодно. Если вы что-то сотворили своими руками, не знаю, своей головой написали какой-то текст, сделали что-то, у вас есть вот эти те самые моральные права, как они называются во французском законодательстве, личные неимущественные права, как они называются в российском. То есть вы можете кому-то передать возможность использовать то, что вы сделали. Это, так как это невозможно никаким образом, скажем, обеспечить тоже страшным юридическим словом в натуре, да, то есть вы не можете натурально передать эти права, так как же, как вы передаете телефон. Эти права выделяются в отдельную ветвь, собственно, их всего, по сути, две гражданских прав веточки. Это личные имущественные и личные неимущественные. Вот, собственно, что имеется в виду под моральными правами в данном судебном языке. Авторские права. Авторские права также являются личными неимущественными, разумеется. Потому что как раз в авторском праве тоже интересно есть разделение. Опять же, говорю за российское, потому что, может быть, в других странах как-то по-другому, но обычно, я думаю, что примерно так же. Есть авторское право, то есть это
Самый лучший пример – это если я воспроизвожу чье-то произведение, я должен сказать, кто его автор, несмотря на то, что я имею все права на его воспроизведение. Если я стою на сцене, там, играю песню Стинга, где-то должно быть написано, или я должен сказать о том, что это песня Стинга. Это авторская часть, самый простой пример. А есть то, что называется исключительное право. Это то право, которое дает мне возможность, собственно, либо исключительное, либо, может быть, не исключительное, имущественное. Это право, которое дает мне возможность, собственно, выступать с этой песней. Оно либо у меня есть, либо у меня его нет. Я мог его купить или приобрести каким-либо другим способом. Поэтому права, связанные с... Я пытаюсь просто подобрать более простые, удобные слова. Права, связанные с использованием произведения, они тоже, получаются, есть имущественные, да, и неимущественные. Неимущественные связаны в основном с именем автора, а имущественные связаны с моей возможностью использовать труд автора. Вот как-то так. Я не знаю, как в других странах рассказывают про это. Мне даже интересно, насколько это близко к тому, как рассказывают юристы в других странах. Вы же не первый раз делаете этот перформанс. Can I give everyone an example? When I was working at Tate, I did plan an exhibition of a French artist called Yves Klein, if you pronounce it in English. And I had moral right and copyright litigation with the estate, because the estate didn't want me to do the exhibition in the framework that I wanted to do the exhibition, but they told me very late. So I decided to do the exhibition anyway, against the moral right, because I consulted a lawyer, obviously, and the point is that I could not consult them in copyright, so I could not publish images of Yves Klein without asking and obtaining their permission. But the moral right that they had was only to stop me if I misrepresented Yves Klein. So I could show works that belong to the Pompidou, to Tate, to private collectors, without the authorization of the widow of Yves Klein, because I never betrayed the intention of the author. And that was what moral right covers. Is that? Yes, that's correct. Теперь перейду на русский, с вашего позволения. Есть такая интересная сейчас история происходит, что художники хотят расширять эти свои личные неимущественные или моральные права, они хотят, чтобы они становились все ближе и ближе к имущественным. Поэтому очень часто даже в договорах на покупку произведения, искусства современного особенно, можно встретить такое замечательное условие, что без разрешения автора вы все равно не можете его экспонировать, например. Хотя это очень смешно. С одной стороны, вы получаете полное право на произведение искусства как на вещь, да, это одна сторона медали, но вы не получаете на него право как на результат интеллектуальной деятельности, полное право. Это очень любопытная тенденция, которая с точки зрения юристов, профессионалов практически всех разрушает авторское право и делает его неприменимым абсолютно, но с тенденцией побороться нельзя, потому что судебная практика во многих странах есть. В России такой договор заключить невозможно, я вам сразу скажу, потому что он просто не будет действовать, да, так как у нас все очень прямо и четко в авторском законодательстве, кто бы что ни говорил, но по сравнению с европейскими конструкциями, где вот такие вещи возможны, у нас этого нет. Не знаю, слава богу, не слава богу, может быть, мы не развиваемся, стоим на месте, но, по крайней мере, вот, расширение этой моральной части прав еще не происходит. Его нельзя заключить сейчас, но в связи с тем, что часть коллекции формировалась самыми разными путями, конечно, в том числе и в революционное время и первой революции, и второй, и революционное время 90-х годов. Вот я могу сказать, например, в музее кино очень много таких казусов, когда вечное право находится у музея, а авторское право иногда находится у автора, иногда непонятно, где находится вообще. И очень часто это бывает в случае с кино непосредственно. Не только с предметами музея кино, но и с самими фильмами. Но с фильмами там бывают случаи очень эффектные, потому что в 90-х, наверное, годах, если я не ошибаюсь, до моей работы в Госфильмофонде, конечно, ряд крупнейших голливудских компаний, ну вот уровня MGM, да, разослали директивы, письма во все крупнейшие киноархивы, не американские, а зарубежные, с требованием вернуть им копии тех фильмов производства MGM, которые в этих архивах лежат. Потому что все равно они не дают разрешения на показ этих фильмов. На что почти все архивисты, включая моего великого предшественника Дмитриева, крайне элегантно им ответили.
послали им письма, значит, в ответ, что, собственно, благодаря нам эти фильмы сохранились. Если вы будете настаивать, эти фильмы вообще исчезнут, вы никогда о них не узнаете. Поэтому забудьте про эти письма. Потому что, да, и в итоге, хотя понятно, что это ответ, я думаю, юридически совершенно неграмотный, но, в общем, оно сработало. Потому что все равно они не могли доступ получить к этим материалам. Тогда вот попытка атаковать архивы мировые, она пропала. А Лангуа был знаменит своими нелегальными способами приобретения фильмов. Просто легенда в этом смысле. Как раз продолжая вот возможности легального и нелегального и отношения перевода, вообще действительно очень многие художники используют материалы кино для своих произведений. И я хочу привести в пример очень любопытный случай, с моей точки зрения. Это случай бельгийского как раз художника Николя Право, который сделал фильм, состоящий из финалов всех мировых, просто из всех мировых кинематографий. И как раз компания MGM, при том, что он пронес эту работу по всем более или менее знаменитым музейным институциям, был очень успешен, получил несколько призов на фестивалях. И, собственно, компания MGM обратилась к нему с очень настоятельной просьбой снять эту работу, поскольку в ней присутствуют как раз фильмы, имеющие отношение к их компании. И Николя Право вступил в судебную тяжбу, в ходе которой доказал, коль скоро он использует эпизоды, то есть эпизоды фильмов, которые не превышают 3 минут, он имеет право при создании своей собственной оригинальной работы каким угодно способом именно использовать уже существующие произведения искусства или существующие произведения в мировой кинематографии. Это был достаточно знаменитый случай, позволивший именно художникам, видеохудожникам использовать вот такие своеобразные манипуляции в сфере кинематографа. Ну, эти уловки существуют у многих. Да, у нас есть право цитирования, так называемое, по 4 части Гражданского кодекса, где объем цитирования не определенный. Например, произведение может быть процитировано целиком. Но понятно, мне кажется, я абсолютно согласен с тем, что мы живем в период, безусловно, трансформации авторского права, и мне иногда напоминают вот эти попытки авторов зарегламентировать все, такую, ну, я не знаю, отчаянную попытку вскочить на подножку последнего вагона уходящего поезда, потому что понятно, что через четверть века приблизительно авторское право перестанет существовать в том виде, в каком оно существует сейчас, может быть, даже раньше. И вот эта попытка последнего рывка, она, в общем, довольно замечательная. Самые интересные, на самом деле, случаи сейчас происходят даже не в кино, а в музыке. Потому что это вот с точки зрения авторского права самый большой бардак, потому что непонятно, каким образом ты можешь использовать то, что уже было сделано до тебя. Если вы возьмете, там, я не знаю, 10 тысяч самых известных песен в мире, вы увидите, что они, по сути, состоят из одних и тех же сочетаний аккордов. И это, ну, вы же не можете сказать, что вы имеете авторское право именно на это сочетание. Любой музыкант вам скажет, да, вот АМ, ДМ, С я могу поставить, оно будет звучать в русской музыке очень хорошо. Практически все песни, они строятся вот по этому принципу. И музыкант, есть это правило негласное 6 нот, по которому, вы не поверите, есть даже судебная практика. То есть, если у вас 6 нот одинаковых стоят друг за другом, с одинаковым ритмом, размером, да, то еще можно. А если больше 6, то уже нельзя. Если больше 6, то уже нельзя. Но это негласная история. I'm happy the discussion already started by itself. But maybe it's good we first go through the case and see how actually the judge tries to entangle this one. And I'm happy that we'll have a discussion for sure at the end. But I'm interested how actually this controversy goes on, because on the 5th of March in 1997, the court case, le Comité de défense du Musée de cinéma Henri Langlois et autres, donc les autres were actually the association and the heirs against the Cinémathèque Française. And it was heard at the Tribunal de Grande Instance in Paris, which is the first court. And the judgment was rendered by a judge called Gomez. And we'll read 5 fragments of his judgment. And who would like to read a fragment from Judge Gomez? I highly recommend to do the experience of taking the heavy words of a judge in your mouth
Who talks in the name of the people? Is there anyone who likes to start? I mean, you can read in Russian, huh? Давайте, я могу начать. Французская синематека не преуменьшает роли Анри Ланглуа в создании и развитии музея, который, по ее мнению, заслуженно носит его имя. Но, с другой стороны, оспаривает оценку, которую наследники Ланглуа дают экспозиции, поскольку целевое назначение данного объекта не связано с его нематериальной природой, что обусловлено современной и постоянно развивающейся концепцией музеологии, которая запрещает любой способ частного присвоения. Что-то следующий абзац нет? Не дальше читать. Постоянная выставка объектов в специально отведенных, но не строго определенных пространствах в соответствии с визуальным оформлением, исходящим из личного видения истории кино, не является достаточным основанием для признания музея кино результатом интеллектуальной деятельности, подлежащим правовой защите. В силу его предназначения, заключающегося в демонстрации собранных вместе предметов, коллекция которых непременно должна развиваться, а также в силу стоящих перед ним задач, которые требуют постоянных изменений, обусловленных материальными и музеологическими нуждами. Ну, пожалуй, я самый короткий буду. Таким образом, данная выставка не может быть признана объектом авторского права. Нет, Петя, давайте следующий. Однако французская синематека признает законную обеспокоенность наследников Андре Ланглуа по поводу защиты первоначального замысла автора в связи с техническими и административными ограничениями данного проекта и заявляет о своей готовности принять это во внимание в процессе урегулирования спора, что в свою очередь могло бы позволить переместить музей и трансформировать его в соответствии с современной концепцией музеологии. В силу вышеизложенного суд отказывает Комитету защиты музея кино Анри Ланглуа и Ассоциации имени Анри Ланглуа в рассмотрении исковых заявлений по причине того, что последние не имеют отношения к иску наследников Ланглуа и отказывают наследникам Ланглуа в удовлетворении иска. Can I ask you, because he clearly refers to museology as a method or as a process or a system, which he kind of distinguished from subjective choices as if an artist would do. Could you tell a little bit more, like? Я боюсь, что это вопрос не для меня, потому что я совершенно ничего не знаю про музей. Это уж скорее Максим, который в музее работал. Я все-таки больше знаю сторону архивную, а здесь важна именно терминология точная. Мне кажется, музеология – это приблизительно такая же наука, как культурология. Я честно могу сказать, я очень скептически отношусь к этому. Но мне кажется, да, это если сравнивать с правом, да, вот я по своему образованию, я преподаватель истории, обществознаний и права. То есть я про право очень много знаю теоретически, потому что мы 5 лет читали. Но у меня никогда не было, у меня была юридическая практика там на 3-м курсе, но я никогда не работал как практикующий юрист. И мне кажется, непрактикующий юрист имеет приблизительно такое же отношение к юриспруденции, как музеолог к музею. Извините, но вот я, как человек, много лет проработавший в музее, могу это абсолютно точно заверять, утверждать. Хотя из человека, у которого написано музеолог в дипломе, если он поработает лет 6 в музее, может получиться очень хороший музейщик. Музейщиком, да. Да. Потому что у нас есть такое понятие музейщик, оно возникло внутри музеев, по сути дела является арготизмом, но сейчас как-то оно более-менее понятно и людям за пределами музея, мне кажется, по крайней мере теми, которые как-то интересуются музеями. Музейщик – это не совсем то же самое, что сотрудник музея, работник музея, не знаю, как это еще объяснить. Но есть люди-музейщики, а есть не музейщики, даже при том, что они могут быть сотрудниками музеев. Сколько мне объяснили сотрудники ИКОМа российского, музейщик – это человек, который понимает, что такое музей. Очень долго я мучил их вопросом, что же это, они вот мне объяснили так. Я думаю, это довольно хорошее определение. Я могу только добавить, потому что, с одной стороны, когда мы говорим о музеологии и, собственно, практике, и конкретно в нашем случае, мы говорим о некоторой экспозиции, причем экспозиции авторской созданной. И здесь в музеологическом подходе к экспозиции, возможно, есть некоторые очень дополнительные измерения, и вот с одним из которых я столкнулся, когда рассматривал практику Александра Коца, кто создал Дарвинский музей, например. Почему он был интересен? Потому что музей, конечно, связан с коллекцией, связан с архивом, но Коц как раз в разговоре о
например, о эволюции, понимал, что важно использование каких-то дополнительных материалов, в том числе произведения искусства. И вот в этой совокупности создавался очень интересная модель, которая потом воспроизводилась во многих советских музеях, в советской музеологии, если так можно сказать, как создание публичного идеологического музея, когда вы показываете некоторую идею. А как можно показать идею? Это некоторая совокупность отношений между объектом, артефактом, так скажем, комментарию к нему и ситуацией, в которой оказывается зритель там. И вот тут появляется некоторый момент, что такое музеология, или в том числе экспозиция, которая по ней выстроена. Это дидактическое повествование об истории того, что мы увидим. Это может быть такое хронологическое раскладывание объектов, либо же это частная оптика или такой частный опыт проводника через знания, воспоминания и, возможно, неявные истории. Это очень близко к тому, как художник может повествовать. И, соответственно, тут появляется такой момент, что музеолог как таковой, с одной стороны, очень сильно определен практикой индивидуального выбора этого пути, а с другой стороны определен тем, что насколько он может близок быть к той или иной интерпретации происходящих событий. И поэтому музеология или экспозиция музейная, она очень связана с типом отношений и пространством. И здесь как раз-то появляется момент, вот этот музейщик или музеолог, или какую-то фигуру может тогда принимать такая логика, такой подход в области тех же самых законов. Вот мне кажется. Но это такое очень узкое трактование музеологии, как именно экспозиционной деятельности, выставочной экспозиционной. Максим, можно сказать, здесь вспомнил в пандан к вам уникальный пример, значит, австрийского музея кино, потому что все-таки музей кино российский подразумевал выставку. И там были выставки локальные, глобальные, так. А австрийский музей кино заявляет прямо на сайте, значит, а он старый, опытный музей, которому лет, сколько, 50, может, почти. Да, а было 50 недавно, да, было 50 недавно. Значит, и австрийский музей кино говорит, что наши экспонаты – это фильмы, которые мы показываем. У них вообще нет экспозиции. И поскольку фильм, собственно, это не пленка, фильм – это демонстрация, и поэтому демонстрация фильма, показ его в кинозале – это вот и есть та самая правильная демонстрация музейного объекта. Так что вот это немножко возвращает нас к этому материалу. Да, но при этом они немножечко лукавят, потому что Австрийский музей кино находится в Альбертине, и когда они делают свои выставки об истории музея кино, в том числе своей богатой коллекции, они используют пространство Альбертины и делают в ней вполне традиционные музеологические... Но могут не делать. И не так часто они. Да, от этого музей не развалится. И коллекция от этого не перестанет существовать. Но мне просто кажется, если заканчивать в какой-то степени с музеологией, все-таки это термин, знаете, который пришел на смену более традиционному советскому, ну и русскому в данном случае терминологическому и более понятному определению, которое до 20-х, до 30-х годов называлось музейное дело, а потом называлось музееведение. Вот. И где в том числе построение экспозиции, выставочной экспозиции, основной экспозиции было только частью. И если вот в таком смысле, может быть, трактовка, которую вы предлагаете, она более близка как раз вот к пониманию музеологии в тексте решения суда, то есть относящегося исключительно к экспозиции. Но все-таки в русском контексте слово музеология употребляется более широко, давайте согласимся с этим. Actually, he uses also another term, which is scenography. Kirill and I was wondering, he talks about the scenography of the history of cinema, but he thinks it's still not sufficient to be a work of art. So I don't know, how do you identify with this term of scenography? Про сценографию здесь как раз-то и появляется этот момент, когда мы говорим о некоторых отношениях, и точнее драматургии экспозиции. И вот здесь почему, например, это близко мне, как художественной практике, потому что тут появляется некоторый момент выстраивания некоторого смыслового ландшафта, или, так скажем, смыслового пространства, в котором есть большая свобода для художника, для работы именно с контекстами или, так скажем, референсами, которые могут лежать за тем или иным объектом. И вот в сценографии, когда мы имеем некоторое это пространство, мы выстраиваем их агентов или актеров, если так можно сказать, то тут экспозиция, она может быть
по самой даже своей форме, уже даже какой-то последовательности, уже нас отсылать к чему-то. И вот в сценографии, если брать ее сущностно, важным становится создание некоторых таких созвездий смысловых, созвездий интерпретаций. И вот то, каким образом мы рисуем этот узор или этот созвездие, ну, отчасти так работают художники, которые используют инсталляцию, ready-made или создание так называемых, ну, если так можно назвать, unready-made, то есть объектов, взятых из реального существования, перенесенных ректы в другой контекст и выстроенных из них некоторое повествование уже в новом смысле, создание альтернативной какой-то истории. И вот здесь сценография, она вот выявляет свою какую-то особенную роль, например, в образовании, в медиации, в создании какого-то, ну так скажем, опыта, формирования опыта зрителя и того, что он видит. И вот это есть, на мой взгляд, очень динамичная зона, поскольку она, во-первых, нематериальна, а динамична и пластична. Это то, что близко вообще с современным технологическим тенденциям. Создание, скорее, отношений и интерпретаций, чем конкретно фактов и конкретных элементов информации, а складывание этих как бы линий. Вот это, мне кажется, очень важно. Но мне кажется как раз, что это очень опасный метод на самом Безусловно. деле, потому что этот опасный метод, говоря как раз о Венском музее кино, Кубелку смотреть например, в цифре и помещать его в экспозицию музея, мне кажется, является абсолютным преступлением. Потому что есть некоторые авторы, которых можно и нужно показывать именно в экспозиции музея, когда происходит вот эта апроприация музея, то есть художником ли или куратором, который действительно, с одной стороны, мотивирует себя некими образовательными амбициями, либо действительно амбициями, которые ближе, например, мне, и которые в большей степени могут и должны соотноситься в данном случае с историей кино. И здесь вот я как раз с моей точки зрения возникает вот этот вот очень такой пограничный вот этот метод, когда кино, которое должно, и когда художники присваивают себе, например, там 35 миллиметров и полностью его разрушают, мотивируя себя, опять же, вот этими идеями там деконструкции, пресловутой или чем-то еще, мне кажется, что это в некотором смысле десакрализирует, что ли, вот это особый статус кинематографа. И здесь, мне кажется, очень интересная как раз возникает тема, когда кино приходит в музей, или музей приходит в кино, или какие-то адепты, как тот же Кубелка, который до сих пор переснимает свои собственные же фильмы, и показывает там их, например, в Болонье, там 40-летней давности, но он делает это при помощи пленки. Да, безусловно, это очень как раз пограничная такая нестабильная зона, в которой могут сталкиваться как интересы институции, так и интересы определенных агентов. И здесь, с одной стороны, она опасна тем, что она позволяет, возможно, открыть новые горизонты, а с другой стороны, она может быть использована в каких-то совершенно таких идеологически направленных векторах. Вот здесь контакт институции, сценографии и, можно сказать, там, или художника, или куратора, вот тут эта зона очень таких нестабильных морально-этических отношений. И из-за этого, вот, лично мне, как художник, это и представляет интерес, потому что там есть гигантская гравитация, которая будет сейчас раскрываться. Она уже раскрывается. Это связано с культурной памятью, культурной идентичностью, исторической памятью, со всеми этими памятью, историей, идентичностью, такими большими даже форматами. И здесь вот, собственно, случаи каких-то конкретных экспозиций могут раскрывать целые, так скажем, экосистемы вот этих отношений. Мы, например, как мне кажется, более-менее в музейном деле найден какой-то компромисс. Есть все-таки, не случайно, есть постоянные экспозиции, которые более или менее представляют собой, если хотите, космос музейный. Да? Есть выставки, в том числе кураторские проекты, которые иногда внедряются, в том числе и в основную экспозицию. Это очень часто в последнее время даже в нашей стране применяется, там, примеры Эрмитажа и той же самой Третьяковки. И все это как-то нормально сосуществует, если сосуществует.
И я совсем не хочу, чтобы одно заменило другое, потому что это просто, мне кажется, это такой онтологический спор, точно так же, как нет ничего более абсурдного, как выражение «музей кино», потому что музей — это всегда статика, а кино — это всегда движение. Если говорить о статике, то, конечно, он, лично для меня, он скорее является институтом, то есть некоторым медленно трансформирующимся процессом, замершим каким-то процессом воспроизводства, который изменяется, но он как бы циркулирует. И здесь вот очень, это уже может быть даже отдельный разговор, здесь появляются очень интересные такие измерения, как музей и разные медиа там, и так далее. Тут много чего можно сказать, но создание вот этих разных миров, вот как бы связанных там с институтом, архивом, определенным видом искусства, который музеифицируется, вот здесь эти разные миры, создание между ними языка общего, это один из вызовов на самом деле, чтобы не было бы вот этой деконструкции замен, а создавание некоторой такой трансформирующейся экосистемы, такой адаптивной. Потом еще здесь можно сказать, что в кино как раз границы между музеем и архивом, они более зыбкие, чем во всех остальных областях. Представление об архиве классическом — это место, где лежат бумаги. Да? Сейчас уже и архивы по-другому работают, бумажные архивы, но тем не менее. Соответственно, кинофильмы же нужно показывать, и более того, нужно их показывать, в общем-то, желательно все-таки в наиболее... Максимально приближенном к оригинальному, да. А этого почти невозможно достичь, потому что, например, вот если мы говорим про киноархивы, кино снималось на горючей пленке первые 60 лет. Этой горючей пленки сейчас практически нет, кроме этих уникальных копий. И напечатать заново на них невозможно. То есть мы уже... Даже без оцифровки, даже на показе на пленке, это уже будет не тот показ. То есть идеально, конечно, показывать на тех проекторах, в том кинозале, с такой музыкой. Это будет один опыт. И тем же людям, да. Или действительно адаптировать все под новую публику. Но поэтому это все очень меняется, потому что нужно, с одной стороны, стремиться к аутентичному показу, чтобы все-таки мы, не думали, что все древнегреческие статуи были белые, да, они же были раскрашены с глазками инкрустированными. То же самое фильмы были раскрашены. Да, или что все ранние картины были зрителям хорошо различимы. Потому что мы вот, например, недавно показывали в Государственной Третьяковской галерее фильмы дореволюционные на установке 20-х годов, при всем при том, что лампу мы все-таки сделали гораздо более мощную, чем лампы того времени, и люди все говорят, очень плохо видно. Но вы же показывали не с горючки. Не с горючки, да, на горючке было видно чуть получше. Нет, здесь, в общем, конечно, можно много об этом говорить, но тем не менее в Лондоне возрождаются же кинотеатры, которые показывают с горючки и показывают... Скорее не помирают, а вот фестивали есть, например, в Америке большие, где показывают на горючей пленке. It's kind of interesting, especially in relation to theater, because if we play again Shakespeare, we say it's an interpretation of Shakespeare. And if we go see a painting in the Louvre, which maybe was hanging in the wall of a church in Venice, we don't say we are looking at an interpretation of that painting. So, Именно, но и с музыкой это еще понятно. Все там знают про разные темпы исполнения музыки в XVIII веке и в XX. И вообще, собственно говоря, Бах не писал для фортепиано. Бах – сам величайший фортепианный композитор 20 века. А для фортепиано он не писал, не было такого инструмента. Да, поэтому вот в современном музыкальном исполнительстве возникла уже сколько? Уже лет 40, а может быть 50 существующая традиция так называемого аутентичного исполнения. Да? И вот, собственно говоря, в киноделе мы тоже видим последние 20 где-то, наверное, лет появляются такие вот попытки аутентичных киносеансов. И при этом не нужно забывать о промежуточных стадиях, потому что в России был уникальный опыт просмотра избранной публикой, просмотра зарубежных фильмов, которые не попадали в советский прокат. Копии не очень легальными путями попадали в нам Госфильмофонд. Обычно это были черно-белые копии цветных фильмов, знаменитых фильмов, «Гибель богов» Висконти, не знаю, Коппола, Рим Феллини, черно-белое все это. Сейчас вроде бы эти копии никому не нужны, потому что мы можем легко все эти фильмы раздобыть в нормальном качестве. Но эти копии — огромная часть советской истории, потому что наши кинематографисты, которые не могли посмотреть эти фильмы в оригинальном варианте, учились и воспринимали западное кино по этим черно-белым копиям. И мы никогда не поймем, соответственно, не знаю, что смотрел Тарковский или, не знаю, Никита Михалков, кто угодно. Пока мы не посмотрим эти черно-белые копии, они уже приобретают свою ценность, и, возможно, показ их
Тоже, в общем, своеобразное Это будет такое... отдельным перформансом. Да, перформанс. Это уже Да. отдельный вопрос. Это уже насколько исполнение и пространство, в котором показано искусство, играет роль. Но это мы же начали, у нас эта ветка-то началась с чего? С музеологии, с репрезентации. Поэтому я думаю, это как раз мы абсолютно не вышли за рамки того, с чего мы начали. Ну да. А за время существования музеев экспозиция вообще никак не менялась? Какого? Музей Ланглуа? А он существовал, ну, вот эта экспозиция Well, недолго. there's a second part. The first court, they said it's not a work of art, and the museology is too important. We cannot leave it to the works of art. But then there was an appeal, and actually there was a second judgment. So I propose we read also the second judgment. So the court concluded that the Musée du Cinéma Henri Langlois does not merit being considered as a work of art protected by droit d'auteur and its moral rights. Subsequently, both associations and the heirs of Henri Langlois appealed the decision, and on the 2nd of October 1997, the court case L'Association Henri Langlois et autres contre Cinémathèque Française was heard this time at the Paris Cour d'Appel, the appealing court, so it's a kind of higher level of court. And there the judgment was done by a judge called Colombe Combe. And who would like to read? And he goes much more in detail than the first judgment. So who would like to take the words of Colombe? В соответствии со статьей 121.1 Кодекса интеллектуальной собственности Франции, право на неприкосновенность произведения принадлежит его автору. При этом данное право передается по наследству. В данном случае Жан-Луи и Юг Ланглуа являются неоспоримыми наследниками Анри Ланглуа. Две организации, подавшие апелляцию, не могут, опираясь на отдельные положения завещания, воспользоваться правом на защиту работы Анри Ланглуа. Таким образом, суд отказывает данным организациям в признании их субъектами личных неимущественных прав в отношении работы Анри Ланглуа, в отличие от наследников. Исковые требования двух организаций, подавших апелляцию, принимаются судом только в отношении иска наследников Ланглуа. И с целью поддержки последних в их требованиях признать выставку Музея кино Анри Ланглуа, посвященную истории кино, результатом интеллектуальной деятельности. Единственным автором выставки, носящей название «Музей кино Анри Ланглуа», неоспоримо является Анри Ланглуа, которому принадлежит замысел и разработка концепции, о чем также свидетельствует отчет Верховной комиссии по историческим памятникам, в которой говорится, что это уникальное сочетание предметов, обобщающее работу Анри Ланглуа, и разделенное примерно на 30 частей, полностью придуманных Анри Ланглуа. Примечательно, что Анри Ланглуа не только выбрал предметные проекции, которые составили экспозицию, но и разработал порядок их представления в соответствии с оригинальным оформлением. В частности, как утверждается в ряде выдержек из статей и публикаций, Музей кино Анри Лакруа задумал выставку как путешествие во времени, повествующее об истории кино и представленное кинематографическим способом. Данная экспозиция является не простой методической презентацией элементов, имеющих отношение к истории кино, а сугубо к персональным творениям, воплощающим собой фантазию Анри Ланглуа и его собственное видение истории кино и таким образом отражающим его личность. Оригинальность данного творения подтверждается тем, что в то время не существовало других музеев истории кинематографа, и музей, задуманный Анри Ланглуа, служил примером и эталоном, как подчеркнуто в некоторых из упомянутых выше статей. Правовой статус предметов, составляющих экспозицию, не имеет существенного значения. Выставка под названием «Музей кино Анри Ланглуа» является оригинальным творением автора, вызывает к умственным способностям и чувствам посетителей и бесспорно представляет собой результат интеллектуального труда, признание которого не должно носить коллективный или нематериальный характер. Данный факт не запрещает трансформацию выставки в соответствии с ограничениями, в частности, музеологического характера, которая может оказаться необходимой при обстоятельствах, обусловленных законом. Следовательно, решение суда по данному пункту подлежит отмене. Суд принимает во внимание, что Жан-Луи и Юг Ланглуа дают согласие на перенос выставки Музей кино Анри Ланглуа в Токийский дворец при условии, что первоначальный замысел автора не будет нарушен.
В силу вышеизложенного суд постановил, что выставка «Музей кино Анри Лангуа» представляет собой результат интеллектуальной деятельности, подлежащей правовой защите. Суд удовлетворяет требования наследников Анри Лангуа, поскольку они дают согласие на перенос выставки «Музей кино Анри Лангуа» в Токийский дворец при условии, что первоначальный замысел автора не будет нарушен. Thank you. Axel, can I ask you to, because he refers a lot to this work of the mind, le travail de l'esprit in French. Could you elaborate on this? It's a legal concept. Да, это абсолютно правовая категория. По-русски это созданный творческим трудом. Господи, как же там было? Нет, суис это ты путаешь, это из трудовых договоров, это наше изобретение, нет. Грубо говоря, результат творческого труда, результат интеллектуальной деятельности, по-другому они называются, по-разному, есть разные форматы, есть там, если вы где-то работаете в какой-то организации, что-то придумали, это, профессиональное, забыл я название, но в общем там много разных вариаций, они зависят от того, выполнение служебного задания. Нет, я имею служебное произведение, это называется. Да, служебное да, произведение. Да, и у вас отчуждаются ваши У вас права, отчуждаются потому ваши что права. За это вы получаете доход. То есть как бы вариаций на самом деле очень много. Основная концепция связана с тем, что в середине 20 века просто люди столкнулись с тем, что по договору подряда или оказания услуг невозможно заказать все. Потому что очень много вещей, например, авторский текст, кто занимался издательской деятельностью, прекрасно понимает, что вам автор принесет не текст, а носитель, на котором есть текст. А сам текст, получается, как-то отдельной жизнью живет, где он, как он, непонятно. Поэтому кроме овеществленных предметов, в правовой категории стали предметы неовеществленные. Это у нас в середине века, по-моему, в Европе это раньше вся история началась, честно говоря, не знаю точно когда, но... В общем, это правовая категория того, что находится за рамками вещей. То есть вещь признается формой, а содержание, которое в нее вложил человек, когда он ее сделал, это результат его творческого труда. Kirill, this church is clearly making it into a work of art. I was wondering what you thought and what shifted. I mean, in a way, he says there was no history of the cinema. He was the first one to make it, so it's an original creation. Тут я так чуть даже назад вернулся. Это, конечно, связано с тем, что середина там была у нас текста, где это признавалось как раз его авторское видение, отображение его взгляда на историю кино. И здесь очень интересный момент, что именно его собственное видение истории кино и таким образом отражающее его личность. Вот этот момент, он, мне кажется, очень может быть еще связан с таким понятием, как тотальная инсталляция, когда сами элементы, расставление элементов создавали такое пространство или среду, в которой ты начинал мыслить как ее протагонист, как ее создатель. И вот здесь есть такой момент, когда в действительности именно закон затронул обстоятельства именно концептуальной работы. То есть в действительности это именно правовая оценка концептуального жеста художественного, на мой взгляд, в котором именно экспозиция была проинтерпретирована как некоторая форма именно тотальной авторской инсталляции. И вот здесь, мне кажется, это вот с этой стороны, мне кажется, наиболее интересным. И сам вот этот второй вывод, который судебный вывод, да, судебное разбирательство, которое было через оспаривание, оно как раз-то и находит некоторую точную формулировку, как может быть определена такая концептуальная работа с вот этими уже существующими объектами, которая отображает именно личность. И вот тут даже само вот этот вывод, он как бы тоже становится как бы дополнением к этой инсталляции. То есть, условно говоря, существование этого музея, оно как бы еще становится еще шире после этого судебного разбирательства. И здесь, мне кажется, вот, со стороны искусства, это, с моей стороны, с моей точки зрения, является наиболее интересным, что в действительности вот все закрутилось вокруг этой ситуации. Как отношения могут стать произведением искусства, и как нематериальный образ и отображение протагониста может стать предметом разбирательства в суде. Вот. Тут очень интересный виден конфликт, потому что,
С одной стороны, разница между куратором и художником. Эта тема вот меня как юриста уже давно, честно говоря, мучает, потому что Кирилл, например, делал инсталляцию не один раз вместе с нашим фондом, и каждый раз он ее действительно создавал. Он продумывал концепцию, вещи для этого в основном создавались, которые создавали инсталляцию. Какие-то брались, конечно, уже существующие, но там было видно, что Кирилл как бы вкладывает туда свой художественный замысел. Если в расположенные вещи, простите, говорю вещи, потому что юристу так удобнее, вкладывается больше не художественный замысел, а замысел, каким образом показать историю развития, например, кино, да, то есть это больше такой исторический, мемориальный замысел. Можно ли это признавать как бы замыслом художественным? Потому что суд, с моей точки зрения, в апелляции, я прочитал английские тексты и русский, он больше рассматривает это как замысел художественный, что довольно спорно, потому что, с моей точки зрения, Ланглуа в основном здесь выступил как куратор, скорее, а не как художник. То есть он взял уже существующие какие-то вещи, расставил их таким образом, что они... Вот у меня возник такой ощущение. Он выступил точно в такой же роли, в какой выступил Алексей Александрович Бахрушин, создавая свой театральный музей. Он сам подобрал концепцию своего музея себе. Он сам насобирал вещи и сам их расположил в том порядке, в каком он считал, они соответствуют замыслу его коллекции. Поэтому в этом смысле они идеальные создатели-художники. Они не кураторы вообще, они вот в буквальном смысле креаторы. То есть от самого начала, то есть придумано все. Единственное, что не было придумано Ланглуа, в отличие от Бахрушина, который, так сказать, и дом соответствующим образом перестроил, он все-таки въехал в готовый Пале Шайо, и он был стеснен пространством, хотя все равно внутри этого пространства все это было выстроено абсолютно как приключение. Поэтому, может, стоит уточнить, что там не было просто хронологии. Да. Вот это, дело все в том, что вот эта книжка, которую я довольно хорошо знаю, она, в общем, она представляет коллекцию вот в том виде, вот когда идет там про кинематографической техники. Но на самом деле все было не так. То есть залы, там есть третий том, который, собственно говоря, показывает, как все это потом собиралось в этих залах. Нет, любимый рассказ Наума и Хинчи, да. И после, что ты, собственно, смотришь на эти мильерские всякие штучки, а потом из них попадаешь прямо в декорацию кабинета доктора Корригана. И ты из мира Мегеса попадаешь, соответственно, в мир экспрессионизма. Ты вполне мог поставить на Чаплина и так далее, там, так сказать. Поэтому это вполне себе художественное решение. Просто я увидел как раз разницу между, как мне показалось, решением первой инстанции и решением апелляционной инстанции, что решение первой инстанции рассматривал Ланглуа как куратора, решение второй инстанции рассматривал Ланглуа как художника. Да, именно. То есть в этом, грубо говоря, мне показалось, что разница в этом. Да, здесь абсолютно вскрывается такой момент, когда в современных условиях художник как куратор и куратор как художник — это достаточно активная зона транзитов между художником, который курирует выставку, или куратор, который сам уже начинает выступать в каких-то моментах как художник. Это очень интересный момент, который, возможно, обусловлен большим количеством как самих произведений, так и, так скажем, контекстов, объектов, несущих этих контекстов, и их, метаболизмом в современном мире. И вот тут появляется обстоятельство, когда сам художник, работая с современным материалом, беря тот или иной материал, он уже невольно берет гигантский объем коннотаций к нему. Даже если это просто металл, который здесь сделан, мы можем апеллировать к тому, что он сделан на фабрике, мы сразу понимаем, что это может быть, какой синий цвет, это может быть Lifka Blue и так далее. И здесь, с одной стороны, есть такой момент, а с другой стороны, когда ты работаешь как куратор, и у тебя есть институция, с которой ты функционируешь, у тебя появляется некоторый очень широкий инструментарий подтягивания контекстов. Ты можешь использовать публичную программу, образовательную программу, саму выставку, ты можешь ее менять, ты можешь делать медиацию, ты можешь делать к ней какие-то формы. И получается, что ты можешь также создать такую тотальную инсталляцию, в которой есть очень конкретный сценарий, очень конкретная сценография. И здесь, что очень интересно, что в этих условиях получается некоторая, так скажем, новый переход художественной практики, который переходит от разговора о конкретном объекте к выстраиванию очень выверенных, так скажем, связей или созвездий связей, работа в соотношении отношений, что очень близко к тому, что Варя в самом начале сказала, к идеям Бруно Латура, которые связаны просто с некоторой социологией вещей, когда ты выстраиваешь с ними некоторую
ассамбляж социальной связи, который подразумевает и как вещи, так и людей, но становится важным режимы, отношения, диалог. И вот в этом моменте, вот как раз в этих судебных решениях, они, вот, и то, что правильно подметил, высказывают амбивалентность фигуры в современной художественной практике. И особенно амбивалентность фигуры художника или куратора в институциях, и особенно работе с архивом, который построен на специфике медиума, ну, как бы, как кино. Вот это очень такая динамичная вещь, пластичная, очень интересная. I think it's interesting that you mentioned people also, because he mentions in the judgment the visitors. The fact that he envisions visitors doesn't make it contradictory that it's still a work of art. Like Karina, I don't know, or Francesco, how you think about this, because it's very particular also. As a curator, I think you envision, or you're dealing much maybe more with visitors or a public than an artist. But he doesn't seem to make it's some kind of an issue. I'm not sure. I think both artist and curator work for an audience, as in at least for an audience that they have in mind. And I think that audience is part of the construction of the discourse or the narration or the, let's call it the story that the work of art embodies. I think what I wanted to say is that it's incredible that a legal judgment is going so much in depth into what Kirill was demonstrating is a mega debate within the visual arts between artists and curators. And it's fantastic that a lawyer is able to identify areas that we as curators, we are meta-debating on the theoretical level. Because what, from the museological point of view in visual arts is important at the moment is the exhibition a medium which can be considered artistic, like painting on canvases? And there are certain examples, like there is an artist called Mike Kelly, who passed away a few years ago, but was a very famous American artist, and he did an exhibition called The Uncanny, which was originally in, I think, Belgium, in Sonnenberg, is it in Belgium or Holland? Holland. And then in the UK. And this is, I think, to my knowledge, the first exhibition that was collected as a single entity. So there is one collector in LA who owns the exhibition, which contains a series of objects between which there are spoons or carpets, but also works of art by other people, which essentially are, from now on, immobilized inside the work of art of Mike Kelly. And that becomes very problematic, because if you are Duane Hanson, another American artist who is part of this exhibition, you know that this one work will never be free as your individual creation anymore. And it's always going to be part of a Mike Kelly work of art. But going back to what Artyom was saying, it's interesting because the definition between artist and curator is becoming more and more difficult to do. If we accept that Mike Kelly exhibition can be collected, why can we not collect an exhibition by Harald Zeman or by Anzori Kobrist or by Jens Hoffmann? Exhibitions that, whether you like them or not, have a very strong authorial voice. And maybe I want to add one more artist to complexify the story, because Marcel Brotats, he made a museum. True. And declared it as not a work of art. I don't know, Karina, if you could tell a bit more of the work. Мне кажется, здесь достаточно сложный вопрос как раз вот этих дефиниций, которые уже на самом деле несколько старомодно, определение куратора как художника или художника как куратора. Но мне кажется, что я настаиваю на том, что все-таки выставка Анри Лангуа это скорее, с моей точки зрения, все-таки кураторский принцип отбора и переосмысливания истории кино. Потому что когда Петр говорит о том, что вот там были такие перегибы, условно говоря, и вот эти вот прыжки от Мельеса к немецкому экспрессионизму, я думаю, что они были еще и усилены в этой экспозиции. С одной стороны, мы действительно говорим о некой репрессии, которую предлагает дворец Шайо, куда входит этот художник, куда входит куратор Анри Ланглуа, и который предлагает этой территории, предлагает этому пространству посмотреть на визуальный текст. И мне кажется, что здесь принципиально важная позиция, что он именно работает как бы с визуальным текстом. Это практически, это одновременно это текст, на который
уже смотрят. То есть здесь возникает такая очень сложная, его очень сложная функция вот этого действительно медиума, который вынужден и должен рассказать о каком-то визуальном материале, на который уже смотрели и на который уже смотрят. Мы здесь обращались к тому, как можно смотреть это кино и отличается ли наше зрение и наша оптика от того, как на это смотрели, например, в 20-е годы, или от того, как на это даже смотрели там, в конце 50-х, да? Когда начался этот приток новой волны, то как можно посмотреть как можно посмотреть на фильмы, что, собственно, к вопросу о тотальной инсталляции, действительно, мне кажется, что это такая абсолютно неделимая масса и неделимый контекст, визуальный контекст, который можно переносить только вот в его абсолютной совокупности. То есть и переносить его ни в коем случае не разделяя, не раздробляя на какие-то отдельные эпизоды, потому что это тотальное высказывание куратора, который пришел на территорию видения и предложил совершенно новую систему оптики. Но здесь такая вещь, Карин, понимаете, если это действительно музей кино Анри Лангуа, а потенциально есть другой музей кино во Франции, ради бога, если этот музей кино принято считать, собственно, французским музеем кино, а других тогда, в общем, не было, да, и синематека его в этом качестве брала себе. И понятно, что кино развивается, возникают какие-то новые, собственно, и представления и о старом кино даже, не говоря уже о новом. То здесь, конечно, вариант был такой, это поглотить целиком музей Ланглуа, как-то, значит, не меняя его концепцию, и плюс к этому сверху что-то еще наращивать, чего они не сделали. Но понятно, что просто оставить его в таком виде, чтобы он был неприкосновенный и не менялся, было бы невозможно. Нет, это как любая музейная коллекция, в которой должен быть доступ к куратору или художнику, который может внутри манипулировать или наращивать какой-то дополнительный корпус или значение. Вот есть пример, несколько таких выставок. Была знаменитая выставка у Маяковского перед самой его гибелью, 20 лет работы, которую сам Маяковский подобрал. Да, значит, и достаточно любопытно, в общем, максимально интерактивно по меркам до конца 20-х годов, с такими записками от, значит, аудитории. Он сам ходил по выставке, будучи ее экспонатом, в высшей степени современный концепт. Вот. И выставка эта потом была свернута и лежала в недрах только не музея Маяковского, а этого самого литературного музея. Ее потом вытаскивали, ее вытащили в 70-х годах, еще были живы друзья Маяковского, которые тоже по-своему ее... И понятно уже, что-то было показывать можно, что-то было показывать нельзя, потому что другое отношение советской власти к этому. Потом она поехала если я правильно помню, в Гарвард. Сейчас ее опять собираются, значит, и недавно реконструировали, сделали из нее видеофильм, собирается опять ее показывать. Вот она вот живет вот так вот. Вот пример. Но это выставки. А вот все-таки вопрос защищенности основной экспозиции музеев, он, не знаю, по крайней мере, у нас в стране он никак не решен, потому что на самом деле может произойти все что угодно. Ну, например, там в Третьяковке сложно перевесить Ивановскую картину, потому что просто там зал под нее сделан. Или «Богатыри» Васнецова, которые висят на том же самом месте, где они висели, где заканчивалась коллекция Третьякова. Но все остальное во многих музеях очень подвижно. И насколько вообще это нужно защищать или это не нужно защищать, это такой вопрос, я имею в виду защищать с точки зрения права, да, потому что я вдруг вспомнил, вот Петя про выставку Маяковского, которая все-таки была выставка, я вспомнил про целый музей, который был уничтожен, идея возрождения которого все время гуляет, до нового западного искусства, знаменитый проект Ирины Александровны Антоновой. Но все, кто говорят о воссоздании этого музея, все время говорят о том, что хорошо, вот мы даже соберем коллекцию, но никто не собирается поместить эту коллекцию в тот же самый особняк и развесить точно таким образом, как это висело там, потому что как-то все понимают, что современная музеология от этого ушла очень далеко, и этой ковровой развеской, понятно, что там не хватало помещений и все прочее. Я бы предпочел, чтобы мемориальные музеи все-таки не трогали, потому что у них есть вот эта знаменитая приставка «мемориальный музей». Очень многие эти мемориальные музеи очень архаичны, давайте скажем, сверхархаичны, невозможно архаичны иногда. Но если мы пытаемся смотреть это просто как музейный фонд, с которым мы можем делать все, что угодно, то тогда мы фактически уничтожаем вообще такую категорию, как мемориальный музей. Это не означает, что время от времени из мемориального музея в другое пространство нельзя вынести эти предметы, переосмыслить их,
грубо говоря, каким-то образом представить кураторски, как угодно, да, но потом, будьте любезны, здесь во мне вот музейщик говорит, верните все на место так, как стояло у бабушки. Я вот знаю, что здесь, например, не похоже, что это описано, но, может быть, у него у самого был ответ на то, кем он себя считал. Считал ли он свой продукт произведением искусства или результатом своей кураторской работы. И хотя здесь это не включено, но, может быть, есть какие-то документы, мемуары или переписки, в которых это было бы раскрыто, и мы бы, например, знали, если бы он жил дольше, например, что бы было с его работой. И если бы она дальше менялась, то значит, и нам можно было бы ее менять. И мы будем нарушать его авторское, его замысел тем, что сохраним все неприкосновенно. Это очень логичный вопрос, очень, потому что там же было современное кино, но не заканчивалось, собственно, там не только немое кино. А он, собственно, сколько он себя считал Ланглуа, но я думаю, что он точно себя считал креатор Мунди, вот судя по тем воспоминаниям, он абсолютно был. Другое дело, что он был с одной стороны, очень авторитарен, но очень отходчив. Да, наверняка. Наверняка. Ну, вот у нас есть пример, опять же, с работы художников. Вот, опять же, если мы про кино, да, как такая вот вроде не театр, не музыка, а вещь вроде уже зафиксированная. Режиссеры, которые, вот как Кубелькинс, это возвращают к своим фильмам. У нас был пример с канализацией. Это, по-моему, совершенно ужасно, но это отдельная история. Когда Марлен Мартынович Хуциев лично руководил раскраской Весны-Заречной улицы, то как бы ни было это ужасно, это его авторская версия. Другое дело, что при этом он не уничтожает оригинал. Во Франции Абель Ганс бесконечно менял Наполеона, снимал, переснимал, резал, перерезал, черт знает, что с ним только не делал. Тем не менее, это все вариант. Но здесь, понимаете... Автор продолжает творить бесконечно. Да, но здесь, понимаете, мы, слава богу, да и сейчас тоже, Сакуров тоже любит, когда он восстанавливает немножко, что-нибудь поменять под шумок. У меня замечательно сейчас. Но просто потому что, понимаете, мы при этом не уничтожаем оригинал все равно. У нас есть возможность посмотреть и то, и другое, а с музеем это невозможно. Я просто продолжаю историю про то, как авторы, особенно кинематограф, непрерывно продолжают творить. У нас Владимир Наумович Наумов, которому 90 лет исполнилось не так давно, в декабре, мы когда делали его ретроспективу, мы как-то все очень хотели показать «Ветер», он ни в какую не соглашался, и Саше не нравилось, и я не хочу этот фильм показывать. И в конце концов, когда я его уже почти уговорил, он согласился только при одном. Он говорит, мне бы сейчас на 2 недельки на монтажный стол этот фильм, я бы его перемонтировал и вот тогда показывать. Вот это отношение автора, но, по-моему, вот у Ланглуа, вот по типу это было бы то же самое. То есть, если он был бы жив, то, безусловно, бы он там бесконечно все это улучшал. Тут у нас в стране есть одна замечательная особенность, музейщики ее прекрасно знают, а не музейщикам будет интересно. У нас же практически все музеи государственные. Это очень большая особенность, потому что везде на Западе обычно история диаметрально противоположная. Они обычно они там называются публичные и частные, а не государственные и частные, но по факту и те, и другие по большей части являются частными. Либо их учреждают общественные организации, вузы, да, что-то из этой серии, либо частные лица. И в связи с этим как раз меня всегда удивляло, почему мы так сильно беспокоимся за охрану наших музейных ценностей, потому что охрана максимальная. Возможно, государство бдит. Я понимаю, что государство не может бдить, потому что музейный фонд невероятно огромный. Его основная причина в этом. Он там, насколько я уже не помню, на 83% не отреставрирован, да? Что-то такую цифру озвучивал Минкульт. Мне кажется, все эти такие цифры, они такие же виртуальные, как количество предметов. Но, возможно, количество предметов там сумасшедшее, но если кто-то откроет, кстати, ради интереса сайт музейного фонда и посмотрит, что включено в музейный фонд, вы очень сильно удивитесь. Это очень страшно. На самом деле это очень страшно. Там есть какая-то полная, извините за выражение, фигня, потому что я, как человек, который разбирается в марках, я филателист, да, коллекционирую, могу сказать, что эта часть музейного фонда Российской Федерации просто провальна. Абсолютно. До тех пор, пока эта марка не мемориальная. Несмотря... Понимаете, потому что марки с изображением Эйзенштейна, с мемориальным предметом Эйзенштейна, это уже совсем не та с подписью Эйзенштейна, да, на конверте, на котором расписался Эйзенштейн, да, давайте продолжим, это может быть бесконечно. Я просто хотел сказать про защиту, это очень любопытный вопрос, как раз с той точки зрения, то, что перевесить что-то в государственном музее, по крайней мере в художественном, это очень сложно. Потому что,
по крайней мере, хорошо, в Федеральном государственном музее, если вы не Петровский не хотите перевесить, да, вот вы пришли как Петровский, хочу перевесить, окей. Но, по сути, это очень непростая задача, потому что вам надо оформить кучу бумажек, очень часто что-то надо согласовывать с Минкультом, это, в общем, история... Нет, внутримузейные перемещения идут постоянно в Третьяковке. Нет, я имею в виду в другие здания, в другие музеи, перевозить это. Или вы имели в виду внутримузейные? Конечно, что экспозиция Нет, это можно. Это можно. Нет, тогда я вот, беру скажем, свои слова в той же самой обратно. Третьяковке, да, более-менее там историческая Третьяковка, но более-менее Да, все нет, висит. А в новой Третьяковке внутримузейные перемещения, как бы и варианты экспозиции внутри экспозиции. Нет, это нормально, кстати. Это слава богу. Да, вот это, иначе просто вы не покажете коллекцию, потому что вот это, по-моему, точно одна из цифр более-менее близкой к реальности. Только 5% музейного фонда Российской Федерации находятся непосредственно в общественном доступе, то есть репрезентированы. А вот это как раз тот вопрос, которого я действительно хотел бы коснуться, это самое интересное. То соотношение основной коллекции и выставочной части, о чем мы уже говорили, да, сегодня вы говорили как раз. То, что основной экспозиции, да, и выставочной какой-то части. Экспозиции, да. То, что у нас очень, кажется, у музейщиков очень принято ни в коем случае не менять основную экспозицию, никогда не трогать. Это, по крайней мере, я, может быть, в Эрмитаже по-другому, я согласен, там бывают изменения в Третьяковке, но по большей части это так. А то, что лежит как бы вот где-то там, оно пусть там в хранилище и лежит. Это на самом деле, это очень любопытный вопрос, он, с моей точки зрения, связан с нашей сегодняшней темой, потому что это какое-то передвижение предметов в музее, которое у нас очень плохо в стране происходит. И мне кажется, что оно как раз связано с этой особой защитой, о которой мы говорим, с этим понятием музейщиков, о котором мы тоже сегодня говорили, то есть с отношением к основной экспозиции как к чему-то святому, что нельзя придираться, нельзя трогать. И это отношение, я понимаю, откуда оно взялось, прекрасно, но мне кажется, что вот это надо немножко менять. И, собственно, дело Лангуа, оно же тоже связано с тем же. То, что вот была задумка сделать, я понимаю, что оно более глубокое, потому что Лангуа либо художник, либо куратор, можно об этом спорить, обсуждать, но по сути это то же самое. Можно ли изменить те же самые предметы или взять еще другие предметы, новые туда поставить, из хранилища или не из хранилища, неважно. Мне кажется, вот этот вопрос стоит поднимать у нас в России, в музейном сообществе, очень активно. Ну, мне кажется, в общем, собственно говоря, почти все музеи уже приходят к пониманию того, что ротация в экспозиции должна быть, если только это, конечно, ну, грубо говоря, там, ну, невозможно Шишкина убрать на время, да, потому что люди там идут на него посмотреть. И если они придут и скажут, а где Шишкин, то это все равно как... Вы знаете, нет, я вот точно могу сказать, в Третьяковке очень часто, вы, наверное, знаете, что там во Врубелевском зале у нас проходят разные мероприятия. И когда они проходят, ну просто по соображениям исключительно там логистическим и прочим, зал должен быть перекрыт. То есть он чуть-чуть раньше закрывается, или, ну, в зависимости от того, или вообще закрыт. И когда люди приходят на экспозицию, и вдруг оказывается, что зал в Врубеле закрыт, это, да, это каждый... На что закрыт? А у нас там мероприятие. Подождите, я приехал, в Третьяковке должен быть Врубель. Не может быть Третьяковки без зала Врубель. Как не может. И вот это, то есть, наверное, есть несколько музеев, Эрмитаж, Третьяковка, я не знаю, Пушкинский, где людям действительно очень важно, что вот эта картина висит на этом месте, там 150 или в случае Эрмитажа, я не знаю, там 250 лет, и я стою, ну вот точно на такой же позиции, как вот стоял Павел Михайлович Третьяков, и вижу этих богатырей. Это может быть смешно, но это, знаете, это как с театрами. Вот есть театры там, Комедий Франсез, Малый театр, и к ним никто не придирает, вот они должны быть архаичными. Все остальные могут делать все, что угодно. Синяя птица вам хватит. Ну да, которые говорят, какой 70? 110, которые уже, наверное, ничего общего не имеют. А в этом музее, кстати, там есть запасник, и надо ли его также огромный хранить, огромный запасник. И складировать все так же, как ну, я вам могу честно сказать, я думаю, что я не выдам никаких секретов, просто я там был в связи с тем, что территории непосредственно вот в том
месте, где сейчас располагается Синематека, ее основная экспозиция, ну, площадей не хватает. Запасники находятся и в других помещениях в Париже, в том числе в Национальной библиотеке. Например, замечательная коллекция кинематографической техники и пракинематографической техники, вот той, которая Лоран Монани как раз является в ней таким новым аналогом Анри Ланглуа, он такой вот ныне воплощение вот этого хранителя музея. Это все вообще находится территориально не в Синематеке, это находится в башнях библиотеки Франсуа Миттерана национальной, потому что просто возможности нет это все хранить. И это нормально, ну то есть это повседневная музейная практика почти у всех музеев. Я вам скажу, я у нас в России, конечно, вижу такую ротацию, позитивную скорее, в провинциальных музеях. Потому что понятно, что стали в перестройку в 90-е годы выкапывать авангард, которого там более чем достаточно. И роскошная, например, совершенно выставка авангардов в Самаре, там была замечательная, я забыл, как называли, очень была толковая дама. А где-то сейчас, наоборот, с новыми тенденциями, этот авангард потихоньку уходит обратно в запасники, к сожалению. Ну, от 20-х годов и 10-х. Это вот тенденция последних лет 5-6, потому что я везде, когда бываю в провинции, обязательно хожу в музей местных художеств. Очень интересно именно это посмотреть. Какой там процент Шишкиных местных, какой там процент, значит, Гончаровых. Это очень зависит от личности директора и оно, в общем, вот так. Конечно, когда Жан-Юбер Мартен приезжает скоро в Пушкинский музей, страшно, наверное, представить обывателю, что он сделает с постоянной коллекцией, потому что условия, которые выставил куратор, это как раз работа и нарушение этой постоянной коллекции, то есть нарушение интерпретации постоянной коллекции. То есть здесь вопрос касается исключительно того, что рядом с Шишкиным можно поставить, я не знаю, расположить набор там этих листочков, которые он всю жизнь свою собирал. Таким образом, просто перенаправить интерпретацию того, как можно смотреть на картину, вообще как можно смотреть на произведение искусства. И здесь ничего на самом деле сверхоригинального нет. Это уже, ну, по крайней мере, для европейской практики, это более чем, ну, даже, простите меня, это старомодная идея. То есть здесь никакого святотатства, с моей точки зрения, не происходит. Просто это вопрос того, успеваем ли мы или не успеваем за тенденциями. Но Мона Лиза висит там, где она висит. Равно как и наша. Нет, она висит уже не... Я ее видел, когда она висела вот так, и в ней не отражалось сорти, и было совсем все по-другому. Поэтому она не так висит. Я видел ее висящей. Поправка друга. В 92-м году, не так давно. We're about to end, it's 2 hours. I'm sorry that I have to interrupt the discussion. But I propose that we actually look at how this resolved, because the collection was reinstalled, not in Palais de Tokyo, but in Bercy, in the former American Institute, who went bankrupt, and the building was used by Cinémathèque Française. And this is the current catalogue called Passion Cinéma. It's the permanent exhibition, but they didn't come to an agreement with the heirs. So actually they had to create a completely new narrative for this exhibition, and they couldn't follow the history of cinema, so they did actually the narrative of this exhibition is called The History of the Museum. So it's actually 3 parts of the collection, and actually the 3 main collectors that donated to the museum, they're kind of narrated. And in the part that Langlois did, they weren't allowed to make any of his associations. So the concept that they did was actually the attic room, which was also already part in a way of his exhibition. But it's like to put everything together. So this is how it looks like today. И они кусок в основной экспозиции тоже меняют, особенно когда наверху. Если им в выставках не хватает места, то в Синематеке могут кусочек перекрыть и сделать по-другому. I would like to thank a lot Cadiz and VAC and also the museum to make this assembly happening. And thanks all for participating, especially also the respondents who were here. Thank you very much. So I have